Мороз и солнце, день чудесный. Смотрите, какая красота! Боже, солнце заливает снежный город, зимний город. Мне очень нравится, когда на наших фонтанах городских одевают такие каркасы зимние и написано «Зима в городе». Вы знаете, прям какая-то такая атмосфера появляется, ощущение того, что действительно зима в городе, фонтаны закрыты. Я вам сегодня покажу полный распуск вот этого безумия. Ну, реальная змея. Реальная змеиная кожа. Посмотрите, какая прелесть. Атмосферненькая. Скажите. Очень классная, очень обалденная. Очень хочу дождаться от нее наимощнейшего, наиобъемнейшего цветения, потому что я знаю, на что способен этот сорт. Но вам могу сказать, в этот раз размер цветов на 20% крупнее, нежели цветение предыдущее. Несмотря на то, что в предыдущем цветении на этой орхидее было всего лишь 3 цветочка. В этот раз вот 5 цветов. Ну, с моментом взросления самого растения, вот она какая большая, сама орхидейка, вот она стоит. Но она еще в посадке от садовника, растет-то в мхе. Ну, посмотрите, на момент цветения у нее, так, лист появился, нет, ну не вижу, но раскукленные корни, вообще история классная. Ну и она действительно эффектнейшая. Обожаю эту орхидею, мощь невероятная. В полном распуске ее соседушка, вот она красавица, орхидея Эсме. Кстати, мне, когда я показывала начало распуска этой орхидеи в новогодние рождественские праздники, мне написали: Ирина, Тесс орхидея – это Согоготрис, это та орхидейка, которую действительно я перепутала. Вот правильно мне сделали поправку, что орхидея под названием Тесс покупалась мной. Вот, сейчас я вам покажу. Это Согоготрис. Я немножко перепутала, поэтому вот Согоготрис мой. Смотрите, как, кстати, быстро вызревает цветонос, и вот этот быстро идет в рост. Я вам недавно ее показывала. Вот именно ее я покупала под названием Тесс. Она была маленькая, прям вообще мензурная орхидея, и многие удивились, насколько быстро вот этот вот гибрид пошел в рост, растет сама, зацветает, детку тянет. Отличная орхидейка. Вот она как раз у меня под Тесс покупалась. Но это Согоготрис. А вот это правильно вы мне сказали. Эсме, вот она. Смотрите, как они смотрятся красиво в паре с орхидеей змеиная кожа, Snakeskin. Смотрите, какая красота! Вы знаете, когда я нахожусь здесь, на моей лоджии, где растут мои орхидеи, безусловно, вот эту невероятную атмосферность цветения создают именно темные кожистые оттенки. Они как основной, знаете, контур, создаваемый цветущими растениями. Кстати, посмотрите, опомнилась моя красавица Лялин Воробей, насколько подрастил цветочки. Я вам могу сказать, первые 2 домашних цветения у него, они были в 2 раза мельче цветочки. И опомнился, стал доращивать таки свой цветонос. Он у меня всегда доращивает цветонос и не скидывает прежде распущенные бутоны. Классный, невероятно обалденный. Так, Fang My Sweet. Вот сейчас, конечно, здесь немножко засветка идет по цветкам. Ну, тоже распустилась, там она тоже доращивает. Все вот по типу вот такой, только оно там немножко посолнечное, краснее и желтее, вот те цветочки. Так, в полном таки распуске вот эта вот необыкновенно красивая история. Мой бриллиант в виде цветения орхидейки, бабочки. Вот она, посмотрите, какая. Очень многим она понравилась. Когда я читала комментарии ваши после выхода видео о цветении этой орхидеи, вы знаете, основная масса, конечно, написали именно восторженные отклики от увиденного.
именно по этой орхидейке. Я вам вместе с ней показывала орхидею вот эту вот эту красавицу. Кувшинки. Сейчас я подниму цветоносик. Вот эти вот кувшинки, каскаде. Кстати, кувшинки доращивать начали у меня свои цветоносы. Посмотрим, есть у них такая тенденция к пропаданию прежде распущенных цветов и распуску новых бутонов, либо у них тенденция наоборот к распуску новых и сохранению старых цветочков. Ну а тут вот, как всегда, с удовольствием вам показываю вот такую вот неожиданную историю. Это орхидея, которая должна была в домашних условиях всегда цвести бабочкой. Но вот сейчас вы видите вот этот цветонос, полубабочка, вот полустандарт. Вот видите, с этой стороны у нее здесь все стандарты практически. Видите, вот такая вот. У нее всегда каскадистый, разветвленный, очень красивый мультифлорный цветонос. Вот я все время забываю ее название, девчонки. Вот хоть вы что мне делаете, но уже пересажу там, подпишу поконкретнее, поярче буковки сделаю, чтобы мне действительно видеть. Вот смотрите, стопроцентная бабочка какая красивая, да? Она чем старше становится, тем она мощнее цветет. Очень красиво. Вот такая. И тут они, смотрите, бабочка и пилор. Они у меня вот так растут, видите? Пилор кувшинистый мой красивый. И вот так каскад бабочек ниспадает над пилоричными цветами моих кувшиночек. Красиво смотрится. Ой, ну что, давайте я вам что-то покажу. Когда распустилось вот это вот безумие крупноцветковое, вот я даже не знаю, как мне достать его оттуда. У меня в центре вот этого стеллажа, полочки стоит сама орхидея, и я даже не знаю, как ее доставать реально. Это очень крупный цветок орхидеи Крипс. Я мерила, прям подходила с линейкой. 12,5 сантиметров цветок. Он невероятен. Вы знаете, вот сейчас вы видите его такую полную цветопередачу, но, наверное, все-таки извлеку я его с глубокого расположения на этой полочке. Он вот вроде так, знаете, он мной просматривается, но не до конца. Посмотрите, это просто огроменное. Вот поставит ладошку, смотрите, все, ни пальцев нет моих, ни ладошки не видно. Представляете, какая орхидея? Очень крупноцветковая. Когда она первым домашним цветением в том году цвела, и вторым потом она там доращивала цветонос, как-то она меня не впечатлила. А в этот раз, смотрите, что она мне тут выдала, какая мутация идет. Она закрутила вот здесь вот краешек лепестка, вот видите, боковой петалии, и какая-то, знаете, полубабочка, полупилорик. Окрас необыкновенный, очень яркий. Обожаю эту орхидею, теперь уже обожаю. Поначалу, знаете, мне как-то хотелось, реализовать ее, кому-нибудь продать, кому нравятся именно вот такие пестрые оттенки орхидей, потому что у нее было блеклое и мелко цветущее цветение того года. И этот раз я понимаю, что это божественная орхидея, какая-то просто сумасшедшая. Вот у нее в этот раз 3 цветочка, но я, конечно, себя ругаю за то, что я... Так, смотрите, вот видите, у нее, кстати, вот этот верхний лепесток, вот на всех цветах, он туда уходит, вот куда-то туда, в ту сторону загибается. Видите, какая она необыкновенная. Она шикарная. Я ее и покупала крупноцветковой. В характеристиках заявленных цветения будущего этой орхидеи было именно очень крупный цветок, 12 плюс сантиметров. И поэтому я, собственно, ее и купила. И картинка по цветению была очень красивая. Ну все, я теперь вижу, что действительно я купила именно то, что было заявлено. Она у меня пока находится в посадке от производителя, в мхе сидит, но она на стакане и внизу керамзит подсыпан. Ну, отличная. Посмотрите, какая она классная. Во какая, мамочки мои!
необыкновенная. Я хочу, конечно, пересадить ее весной и дождаться шикарного каскада будущего цветения. Я представляю, она нас с вами, наверное, просто удивит. Я переместилась на боковой стеллаж, средний уровень. Вот здесь у меня орхидеюшки растут. Посмотрите, какая красота. Вот знаете, вот что не показываю, все у меня красота. Но по-другому не скажешь про орхидеи, которые сейчас цветут. Узнаете, кто это? Я думаю, что, конечно, даже самый неискушенный, только начинающий любитель орхидей, наверное, узнал эту красавицу. Это орхидея Black Face, черное лицо. Ой, в этом году у нее... Так, ну что, в том году тоже у нее, кстати, было немало бутонов, немало цветов. В этом году вот такое у нее цветение, крупноцветковое всегда. Если орхидея великолепно себя чувствует, хорошее количество корней на ней, листики замечательные. Если она здоровая, то она и, конечно, выполняет все заявленные характеристики. Она цветет как сумасшедшая. Моя Black Face-ка. Вот еще 3 бутона на ней осталось, и у меня подспевает. Конечно, у меня есть еще один Black Face. Это Black Face я покупала в размере 3,5 в мхе, но я еще покупала ей в пару орхидею не крупного размера пока, размера 2,5, тоже Black Face, но в другом размере. Захотелось мне повторить, потому что очень впечатляющее цветение этой орхидеи. Многим нравится. Я знаю, что когда вы видите цветение этой красавицы у меня в коллекции, многие сразу заказывают этот сорт. Девчонки, но это красота. Я снимала видео по определенным, не совсем с таким, знаете, комментарием огорчения, скажу так, когда мне люди писали: Ирина, очень сложно ее зацвести, очень сложно и как-то невероятно. Видео у меня было на канале, я вам рассказывала, в чем может быть проблема и вообще существует ли эта проблема, как зацвести орхидею Black Face. Смотрите, какие усы. Сумасшедший, как тараканище черный. Вы посмотрите. Бархатная текстура цветка и еще и перламутровая. У меня подсветки нет на моей видеокамере, поэтому перламутровость, к сожалению, вы не видите. Но она сумасшедшая, эта орхидейка. Девчонки, кому нравятся темные оттенки, бархатные текстуры цветов, это она. Это именно она, кто вам нужен. Это я вам точно могу сказать. Я всегда жду с преддыханием и восхищением цветения этой орхидеи. Цветет мой котик-обормотик второй. Вот, сейчас у него сколько тут? 5 цветочков распущено, и 6-й он вот здесь 6-й, 7, даже 7 еще доращивает. Это тот дикий кот, которого я длительное время после пересадки восстанавливала. Сложная была история, но, слава богу, все у нас сейчас более чем хорошо. Смотрите, какой кустик у него. Не хиленький, не маленький. И могу сказать, что когда после пересадки эта орхидея начала активно, мощно, одномоментно скидывать свои корни, я не била тревогу, не доставала растение, не таскала его из посадки в посадку. Я просто-напросто поменяла систему содержания. Я сделала ему дырки дополнительные в стенках горшка. Я ему поставила двойной горшок, второй, и держала уровень воды в нижнем уровне, в дренажном уровне, постоянно для того, чтобы мне выманивать корни орхидей новые туда, в посадочку. И вот, смотрите какой. Ой, мам, дорогая, ну хорош. Конечно, сейчас подсветка делает вот этот вот фееричный краб более светлым. Он темный, темно-свекольный такой. Прямо, знаете, как бывает сорт свеклы темного оттенка. Вот это именно он, такая сладкая свекла. Вот это именно он, сладкий-сладкий мой дикий кот. Посмотрите, что у меня распускается. Цветение этой орхидеи многие ждали. И давно у меня спрашивали: Ирин, что-то вы давно нам не показывали. Ой, вы знаете, я не знаю, как называется эта орхидейка. Она у меня шла под названием тестовая. Не название, а просто вот такая была
присвоена ей тестовая нумерация, цифровая и буквенная. И наконец-то, она в том году у меня как-то, знаете, не хотела ни цвести, ничего, только немножко росла. Вот, у нее изначально, вот мне не нравится состояние. Начала я съемку видео днем, когда было яркое солнышко, но была вынуждена уехать, да и место на флешке закончилось. И для того, чтобы продолжить, нужно было запускать технику и очищать, перекидывать записанные файлы. Поэтому уже продолжаю видео и с другим маникюром, и с вечерней видеосъемкой, но показывать, по-моему, все равно в какое время. Здесь вот сейчас вы видите вот стопроцентную цветопередачу. Смотрите, она чем-то мне вот надо, знаете, сделать сравнительную характеристику. Эта орхидея мне очень сильно напоминает Микки Кроун, но в малиново-розово-белом контуре, ореоле, в вкраплениях. Вот очень сильно. Там на желтом основании все риски, вся прорисовка, крапинки и так далее. А здесь получается на белом основании. Вот, я вам могу сказать, когда он у меня цвел первым разом, эта красота, он фаленопсис, вы понимаете, о чем я говорю, или орхидея, она. Иногда говорю растение, она. Ой, и потом, когда просматриваешь, думаешь, что сказал, но вы меня прекрасно понимаете, что растение это оно, а орхидея это она. У меня два в одном. И растение, и орхидея. Вот, поэтому посмотрите, достаточно крупненький цветочек. Вот если брать горизонт, он распластан, у него как бы такая приплюснутая вершина, но он распластался в горизонт. И посмотрите, какая действительно вот реально прорисовка вот этих бархатных полосочек, как у Микки Кроуна. Я думала, что это орхидея «Алмазное небо». Нет, «Алмазное небо» совершенно по-другому выглядит. Сейчас, девчонки, понятное дело, если кто знает, жду от вас помощи в определении этого сорта. Название, чтобы было у меня. «Желтая поляна моя». Вот это вот. Посмотрите, неуемная история. Видите, какое у нее отвернутое сегодня от нас облако желто, таких светленьких, крапчатых цветочков. Цветет так, раз, два, три, четыре цветоноса, пятый вот будет распускаться. Необыкновенно неземная история, красивая, мощно цветущая мультифлора. Всегда цветет большим количеством бутонов. Это орхидея Buttercup. И поняла я благодаря вам, что еще эта же орхидея имеет второе название лютик. Вот. Мне больше нравится масляная кепка. Вот реально. Вот такая вот красивая, незабываемая орхидейка. Очень красивая. Корней в горшке очень много. Ну и по мощности цветения вы прекрасно понимаете, что только такой сильной, хорошей, здоровой орхидеи подвластно такое цветение. Смотрите, что у меня распустилось. У меня в полном распуске орхидея. Но вот сейчас нужно, конечно, делать более плотный такой, более темную подачу, потому что здесь высветляет лампа нежные эти цветочки. Это орхидея Baby Face, детское личико. Вот это у меня получается черное личико, Black Face, красавица. Еще у меня есть орхидея, действительно, как румяные щечки ребенка, младенца. Вот такая классненькая. Она у меня в этом году. Вон он, ее цветоносик. Вон он. Я даже подвязывать не буду. Там отделилась почка от основного цветоноса. Вот около стеночки цветет. Вон еще один, там два бутона. И вот тут вот макушечка такая. Два, получается, у нее цветоноса в этом году шли, но они не плотно покрыты этими бутонами, цветами. Но красивая, она действительно нежная. Вот когда на этой орхидее предыдущим цветением был один цветонос и немного цветов, у нее цветы были где-то процентов на 25 крупнее, нежели сейчас.
Вот сейчас у нее, ну, такое более-менее немаленькое количество цветочков, вот видите, и цветочки помельче. Но она от этого не менее нежная, очень мило выглядит. Тыльная сторона цветочков у нее вот такая, смотрите, видите, как контур более плотный, темный на лепестках. Вот. И часто на этой орхидее вот такая прорисовка, вот таких рисок красивых очень. Где-то больше, где-то... О, здесь даже бабочку дала с одной стороны. Видите, защипы пошли, как бы гофрированные сердцевинка лепестка. Вот такая вот моя Baby Face. Не ушла я далеко от Baby Face, вспомнила, что хотела вам рассказать. Девчонки, посмотрите внимательно на этот цветочек. Вы никогда не догадаетесь, что это за сорт. Это сорт Spring Prince. Вы, наверное, сейчас там все улыбнулись и сказали: Ирина, вы что, бредите? Девчонки, вот совсем не брежу. Вы помните, в том году, вот она орхидея, она в том году цвела двумя цветоносами. На одном цветоносе были вот такие цветы, вот только такие цветы. На другом цветоносе были цветы Spring Prince. Но они, знаете, были какие-то мутированные, и только где-то отдаленно можно было понять, что это Spring Prince. Девчонки, вот посмотрите, что делает. Я, конечно, думала, что он одумается, что эта красота приобретет то цветение, которое свойственно Spring Prince. Но нифига подобного. Чем дальше, тем больше вопросов. Что за орхидея? Ну и покажу вам еще в этом показе дорощенный цветонос на орхидее «Очаровательная девочка». Вы посмотрите, какая бомба. Так, вот даже доказательства есть тому, что этот цветонос был дорощен совсем недавно. И те цветочки, которые на нем были распущены ранее, а ранее это сколько? Он распустился у меня в сентябре месяце 2020 года. Вот они уже поблекли, вот они такие блеклые стали, и на них даже вот зелень пошла, водоросли такие. Очень часто на старых цветочках появляется как бы такая зеленца, окрас меняется, то есть, да, вот они более старые цветочки. И вот, пожалуйста, какой классный каскад у нас в этом году на орхидее «Очаровательная девочка». Это нечто, это восхитительная орхидея, которая цветет вот таким нежным венком, как будто цветочки вот так вот плотно-плотно вплетены в венок, да. Очень красиво. У нее еще вот он, еще один цветонос, там 8 цветов. Так, что показываю? Но вы сейчас не видите, там светлый, очень светло от лампы, поэтому цветопередачи нет. Представляете, какое цветение в этом году этой красавицы? Обалденно. Она в том году у меня не менее эффектно цвела, но там было 2 цветоноса, и как бы разрозненное такое распределение бутонов, цветов по 2 цветоносам. Здесь сейчас восхитительная история вот такого вот веночка в исполнении очаровательной девушки. А еще знаете, какое приходит определение на ум, когда смотришь на эту орхидею? Пушистое цветение. Вот правда, пушистое-пушистое, бесконечное цветение красивое этой орхидеюшки. Ну и здесь у меня вашему вниманию вот такая необыкновенная красота. Многие ждали распуска вот этой вот неземной красоты в исполнении инопланетян цветущих. Вот вам, пожалуйста. В этом году мой американец дал 2 цветоноса. И вы посмотрите, вот эта туфля. Чья туфля? Моя туфля.
доморощенная. Вот такая вот туфелька красивая. Ой, блестит. Вы посмотрите, глянцевый. Лепестки у него, боже мой, сумасшедший. Я когда на них смотрю, это два гуся. Вот по-другому сказать не могу. Ой, два братца-акробатца. Ой, какой он лохматый. Вы посмотрите, верх лепестка, он лохматый просто бесконечно. Я их, конечно, подвязала. Как-то в этом году они у меня выше всех орхидей цветут. Вы представляете, какие... Смотрю, вот самые высокие цветоносы выдали. Вот, вытянулись цветоносы очень сильно, хотя лампа тут отличная у них светит, и боковая подсветка из окна даст света более чем предостаточно, но вот такие длинные цветоносы. И я, конечно, ждала, когда они распустятся, для того, чтобы вам показать вот эту вот неземную красоту. Ой, прямо, знаете, вот как будто бы он мехом покрыт, как будто я такую стриженную шубку чувствую, вот ощущаю, осязаю. Ой, какие же они прикольные, боже! Это вот как, откуда вообще природой такая красота создана? Как такое может быть? Боже! У меня, когда цветут мои орхидеи-башмаки, пафиопедилумы, у меня всегда голову сносит. Я не понимаю, откуда происходит вот такое фантастическое цветение. Ну, вы посмотрите, это нечто. Специально держу видеокамеру, чтобы подольше рассмотрели эту красоту, насколько у них все необыкновенно. Ну, цветопередача немножко, конечно, она такая, как в темное время можно передать, но вы можете все увидеть. У меня здесь, конечно, красивейшее зрелище цветения моих орхидей, но об этом я вам покажу в одном из моих ближайших обзоров, потому что сейчас попробовала снять, не получается, у меня нет той цветопередачи, а хотелось бы охватить все, в том числе и цветопередачу сохранить. Поэтому я на вот этих вот двух шедевриках заканчиваю сегодняшнее видео. Хочу пожелать вам всего доброго, здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч!